Все знают способ завести мотоцикл с толкача, но мало кто знает, что его можно завести колесо в колесо. На старых мотоциклах или на китайских колесах бывает, что откручиваются болты звезды. Вот к чему это приводит. Легко контролировать затяжку можно с помощью вот такой вот маркировки. Даже если болт ослаб слегка, то это видно по сдвинутой маркировке. Однажды она спасла меня перед соревнованиями. Летом, когда тонкие перчатки и трассы быстро выбиваются, то на руках моментально образуются мозоли. Сейчас я расскажу, как с ними бороться. Нужно взять самый обыкновенный пластырь на такой картонной бобине. На пластиковой бобине пластырь не работает. Растягиваем руку, чтобы кожа разгладилась, и наклеиваем с нахлестом на пальцы. Вот эту часть прорезаем. Вот верхняя часть готова, и кусками доклеиваем остальные проблемные зоны. Это вот здесь, здесь, здесь. И важно сразу надеть перчатку. Первое, что изнашивается на кроссовых штанах, это зона колен изнутри. Вот вполне приличные еще штаны, но уже с дыркой. Я взял старые байкерские штаны свои, которые уже отслужили. Вот получилась такая заплатка. Прикладываем заплатку и обводим ее. Подкладываем кусок газеты изнутри штанов. Дальше берем обычный классический клей-момент. Намазываем обе стороны клеем. Могу сказать, что штаны протираются все, и дешевые, и дорогие. Кто пользовался клеем момент, знает, что перед склеиванием он должен полежать минут 10-15. Очень важно сильно прижать, особенно по краям. Накрываем газетой на всякий случай, чтобы выступивший клей не приклеился. Ставим что-то тяжелое и оставляем так на ночь. Вот что получилось. Ну а здесь уже старые отслужившие штаны, в которых я несколько лет отъездил. Вот видно, что заплатки до сих пор выполняют свою функцию. Проверяем, что с нашим пластырем после гонки. Вот он на месте остался, крепко держится. Довольно туго даже отклеивается. Вы приехали на гонку, но на трассе оказалась грязь. Вам будет залеплять очки. Допустим, у вас нет с собой перемотки или отрывников. Вот в данном случае очки даже не предусматривают возможность наносить отрывники. Что можно сделать? Можно найти с краю трассы бэушный отрывник. Он будет грязным, но практически новым. Его можно помыть, протереть насухо и приклеить на очки либо с помощью малярного скотча, либо армированного. Сейчас я покажу, как это делается. Смотрим, чтобы отрывник плотно ложился на линзу. Для примера, с одной стороны зафиксирую армированным скотчем, а с другой стороны малярным. Друзья, если на трассе много воды, песка или грязи, то она наверняка будет попадать вам в боты. Чтобы этого не происходило, многие спортсмены заматывают эту зону либо скотчем обычным, либо стрейч-пленкой. Все, теперь боты изнутри останутся чистыми и сухими. Самый удобный способ буксировки мотоцикла — это за подножку. А еще так можно завести мотоцикл с толкача. Если при перевозке мотоцикла вы упираете руль в стену прицепа или автобуса, то чтобы ручка не рвалась и не изнашивалась, есть такое простое элегантное решение. Теннисный мячик. Бережет ручку и заодно стену вашего фургона. На изношенных колодках, как вы видите, поршень очень сильно выходит из цилиндра, довольно быстро начинает покрываться коррозией. Бывает, что тормоза вообще клинят. Есть очень простое решение этого вопроса: подложить старую колодку в качестве проставки. Поршень уже гораздо меньше торчит из цилиндра. На кроссовых мотоциклах не бывает термостатов, поэтому зимой мотор плохо прогревается. Почти все вставляют обычную картонку, она толстая, тяжело вставляется. Но даже если вы ее туда запихнете, то это до первой мойки она размокнет. Я советую использовать
картонки из пакетов Tetra Pak. Они тонкие, хорошо вставляются и не размокают. На кроссовых мотоциклах не бывает термостатов. Из-за недогрева мотора форсунка льет много бензина, лишний бензин не сгоревший конденсируется на стенках цилиндра и маслосъемными кольцами опускается в масло. Масло разжижается, теряет свое свойство, и поэтому приходится либо после каждой гонки или тренировки менять масло, или вот применить такой лайфхак. Я на зиму полностью закрываю один радиатор, утепляю мотор, утепляю датчик температуры воздуха, и, как ни странно, мне пригодился вентилятор. Я взял от него датчик температуры двигателя и могу контролировать температуру прямо на ходу. Соответственно, когда на улице где-то 0 градусов, я второй радиатор оставляю открытым, а если минус 10, минус 15, я уже закрываю и второй радиатор тоже. Все, проблема ушла, масло не разжижается. Если вам надо быстро поменять масло, например, когда у вас стоит какая-то громоздкая сложная защита картера, а времени мало, то можно быстро поменять масло через отверстие для щупа вот таким вот шприцом. Я один раз замерил, сколько таким способом сливается масло, и заранее его отмеряю, чтобы за один раз можно было его залить. Таким способом я поменял масло минут за 5. На КТМ до 2016 года ставили вот такие алюминиевые лапки передач, и они очень быстро протираются и начинают острым углом драть бот. Есть такое решение надевать пробку от шампанского сюда. Вот получилась такая пластиковая защита, которая защитит и рычаг, и мотоботы. Максимальную защиту дают только наколенники, сделанные по вашей ноге. Приобрести высококачественные наколенники в разы дешевле можно у российского производителя Yami Customs. Мы делаем обмеры и слепки. Потом отливаем по ним гипсовую болванку и уже на этой гипсовой болванке строим наколенник. И это гарантирует максимальное прилегание наколенника к ноге и максимальную защиту в итоге. Наколенник сделан из карбона, шарнир сделан из титана, все комплектующие из нержавейки. Аналог наших брейсов стоит 350 тысяч рублей. Наши брейсы стоят сейчас 60 тысяч рублей. Ссылка на наш сайт есть в описании к видео. Деформированная ловушка цепи в лучшем случае будет изнашивать замок. А в худшем случае замок может расстегнуться при откате назад. Чтобы это предотвратить, замок устанавливается с внутренней стороны. Пластиковая ловушка лучше металлической, так как возвращается назад после удара. Как сэкономить сотку на покупке нового мотоцикла? Купить его у Stantex. Даже с установкой всей необходимой защиты и тюнинга он обойдется дешевле, чем у официального дилера. Друзья, ну а теперь самый полезный лайфхак. Как из обычного спиннера сделать мотоспиннер.